привет! Меня зовут Владислав. Рад вас приветствовать всех на Smart Talks 212 по теме машинное обучение. Я хотел бы рассказать сегодня по теме автоматизация машинного обучения с помощью компоненты Azure Machine Learning Services. И начну немножко с представления себя. Меня зовут, как я уже упоминал, меня зовут Влад Петров. Я Senior Data Science инженер в компании Smart Business. И по своему образованию я закончил КПИ по специальности автоматизация компьютерно интегрированные технологии. Поэтому сегодня хочу тоже затронуть тему автоматизации, только уже не технологических процессов, а машинного обучения. Наша адженда будет состоять из трех таких пунктов больших. Это TDSP, то есть Team Data Science Process, где я буду рассказывать концептуально, из чего состоит процесс разработки и внедрения машинного обучения. В следующем блоке расскажу про AMLS, это про Azure Machine Learning Services, как с ним работать, в частности с Python SDK. И в третьем пункте рассмотрим демо-кейс, в котором я покажу, как это все применять на практике. И начнем с Data Science Life Cycle, то есть это весь процесс обучения, деплоя и бизнес-андерстендинга, то есть весь процесс Data Science, как он живет, сейчас разберем по компонентам. Вообще, что такое TDSP? Team Data Science Process — это методология, разработанная компанией Microsoft по управлению и поддержке проектов Data Science. Какие у него основные ключевые компоненты? Это то, что должно быть понимание всего процесса, вот как изображено на экране. Также должен быть стандартизированный структура проекта. Должны быть определенные ресурсы и тулы для того, чтобы все это операционализировать и натренировать. И по каждой компоненте, которая изображена в таких больших блочках круглых, мы пройдемся более детально отдельно. Еще стоит сказать про ролевую схему, которую предлагает методология TDSP. У нас здесь 4 основных таких ключевых разработчика на этой схеме. Это Project Lead, который менторит весь процесс технический, непосредственно Data Scientist, который выполняет основную роль разработчика, проектный менеджер, который выполняет работу проектного менеджера, и Solution Architect, который отвечает уже за верхнеуровневую компоновку, создание пайплайнов и continuous integration этого проекта, и также масштабирование. Есть... После того, как презентация будет выложена в открытый доступ, здесь есть кликабельные ссылочки от Details, в которой прям расписано по людям методология, где чья зона ответственности, кто на какой вступает этапе, то есть можно будет более детально ознакомиться, кому будет это интересно. Мы же сконцентрируем свое внимание на блоках, которые были озвучены ранее в TDSP. И первое из них, это вход в проект Data Science, это Business Understanding. Какие цели мы преследуем в данном блоке? Первое, самое главное, это знакомство с бизнесом, с задачами, которые ставятся. Поэтому основная цель этого блока Business Understanding — это понять задачу. То есть, какие могут быть задачи? Например, прогнозирование спроса на какой-то там товар. Либо это может быть распознавание изображений, либо это могут быть какие-то когнитивные сервисы по типу чат-бот для банка. То есть нужно понять проблему бизнеса, понять, какие там данные, определить ключевые фичи, какие будут вообще использоваться в этом проекте, то есть какого типа данные. Это могут быть табличные данные, это могут быть файлы, изображения, временные ряды, данных может быть большое множество. Также очень важно определить метрики, то бишь критерии успешности. Они должны быть, это одна из самых важных вообще частей в постановке
задач Data Science, потому что по ней оценивают заказчик, и вот на основе метрик формируются и подходы, которые должны быть реализованы в данном продукте. Также нужно определить источники данных для того, чтобы пойти в следующий этап ETL. Но еще я хотел обратить внимание на то, что я в каждом таком блоке расписываю входы и выходы. То есть это нам поможет параметризировать и в конечном счете автоматизировать наш процесс. То есть что мы ожидаем на входе в процесс бизнес-андерстендинга. Это запрос какой-то от бизнеса, то есть должно быть, проект Data Science должен быть вызван какой-то потребностью в этом машинном обучении. И также какой-то sample данных, чтобы понять вообще, с чем мы работаем. То есть это такой минимальный критерий входа, который должен быть для проекта Data Science по методологии TDSP. На выходе, что мы ожидаем на выходе из процесса бизнес-андерстендинга? Это chartered документ, то есть это такой, грубо говоря, readme всего проекта, который составляет проектный менеджер. Также на выходе мы уже имеем четкое понимание источников данных, и на выходе мы имеем еще словари данных, если такие необходимы. Чаще всего они, конечно, необходимы. То есть это могут быть разнообразные справочники по продуктам, если это мы говорим про табличные данные, справочники о самих товарах, там даже если про распознавание говорится. То есть определить всю документацию вот на этапе бизнес-андерстендинга. После того, как мы поняли вообще ключевые задачи, то и цели нашего проекта, после этого идет следующий этап ETL. Что такое ETL? Это процесс, который вот состоит из extract, transform и load data. Это такой процесс, который необходим для того, чтобы забрать данные из источников клиента. Это могут быть, вот как на диаграммке показано, экстракт, то есть они могут быть там табличные, могут быть неструктурированные, структурированные, реляционные, нереляционные. То есть здесь очень много вариантов. Это могут быть там логи, например, реал-тайм какие-то данные, которые необходимо в реальном времени забирать, поглощать как бы в аналитический движок, да, и выдавать какой-то результат. Это вот на этапе экстракт. Что происходит на этапе трансформ? В принципе, это основные проверки данных. То есть, что это подразумевается? Есть такой процесс, который называется Data Health Check. То есть, это необходимые проверки, то есть минимальное соответствие данных необходимой структуре. То есть, это может быть типы данных полей, отсутствующие значения, то есть missing values, определение этих отсутствующих значений, полнота данных, все необходимые, минимально необходимые компоненты по типу там таргет-колонка, да, то есть мы не можем построить прогноз, если у нас нет там каких-то реальных продаж, например. Это все входит в этап transform, то есть data health check. И финальным этапом load это будет агрегация и выгрузка всех данных в некий data warehouse, которым мы рассмотрим это тоже чуть позже. То есть, и возвращаясь к тому концепту, который я озвучил чуть ранее, то есть мы будем каждый блок разбивать как функцию, то есть что-то на входе, что-то на выходе. И что мы имеем на входе в эту ETL-процедуру, это источники данных, то, что мы получили на прошлом этапе бизнес-андерстендинга. Это некие правила трансформации данных, то есть они должны быть либо заранее оговорены, чаще всего так на практике и происходит. То есть это какое-то некое соглашение по тому, что мы будем проверять, какая уже необходимая структура данных должна быть. Это должно быть уже согласовано. Target Destination – это куда мы агрегированные данные выгружаем. То есть чаще всего процесс происходит на практике каким образом? Экстракт происходит где-то на стороне клиента, то есть из источников клиента забираются данные, трансформируются где-то уже, опять же, тут вариативность, либо на стороне клиента, либо на стороне исполнителя. А вот load уже идет на сторону исполнителя, то есть эти данные в агрегированном формате загружаются, поглощаются Data Science командой, и уже эти данные идут на следующий этап.
Также еще на выходе, что мы ожидаем от этого процесса ETL, это репорт по качеству данных. Ну, это просто сводная статистика по тому, какие там колонки, возможно, пропущены, точнее, значения в этих колонках пропущены в процентном соотношении. Могут быть разнообразные графики, которые помогают понять качество наших данных. Вот, дата-пайплайны — это роль, опять же, solution архитекта, составить такие последовательность действий, которые позволят нам, опять же, автоматизировать эту ETL-процедуру, потому что, например, если мы возьмем в пример там, табличные данные, да, нам нужно выгрузить много исторических данных, это похоже на какую-то единоразовую процедуру, но она будет постоянно обновляемая, потому что данные наполняются в базу, и нам нужно их забирать снова, чтобы переобучать модели и актуализировать состояние дел. Вот. Поэтому для того, чтобы это не делать какими-то ручными процедурами, это должно быть завернуто в пайплайны некие, о которых мы тоже поговорим чуть позже. И здесь интересный пункт checkpoint decision, то есть на этом этапе, на этапе ETL процедур, после, опять же, data quality report, мы можем посмотреть на результаты data health check и понять, что, например, ну, данные там слишком зашумлены, и мы не можем, например, их использовать для обучения модели. То есть из этого пункта следует то, что нам необходимо вернуться на этап бизнес-андерстендинга, на взаимодействие с клиентом, запросить, например, больше данных или согласовать какие-то новые трансформ-процедуры, да, то есть правила для трансформ-процедур, чтобы, скажем, заполнить как-то правильно недостающее значение. Вот. На выходе, да, вот мы имеем checkpoint decision. Если же все хорошо, то мы можем приступать к следующему этапу. Глобально это этап уже называется моделинг, потому что у нас есть понимание, чего мы пытаемся достичь, какая цель, метрики, какие нам нужны, и у нас есть уже данные. Но это данные, которые пришли вот просто от клиента, как бы можно также их там назвать как нерасчетные фичи. То есть фича — это просто какой-то параметр, грубо говоря, можно представить это, что это просто колонка в базе данных, например, с информацией. Также существует понятие нерасчетных фичей. Это те атрибуты, которые генерируются на основе этих фичей, которые предоставил бизнес. Ну, давайте, наверное, вернемся к концептам на вход и на выход. То есть вообще в модуль фичер-инжиниринга мы хотим получить, точнее, мы даем сырые данные из ETL шага. То есть, ну, нужно немножко пояснить, они не прям что уже сильно сырые, потому что сырые они были еще до процесса ETL, а вот на стороне клиента. Но здесь имеется что? Это просто вот те самые нерасчетные фичи плюс таргет-колонка, которая там ожидается которая будет, например, прогнозироваться. И на основе этих сырых данных модуль фичер-инжиниринга должен построить вот как бы еще ряд фичей, которые могут помочь нам в прогнозировании таргет-колонки. Также на вход в этот модуль как бы было бы очень уместно получить как бы знание области, с которой мы работаем. То есть действительно очень помогает вот какой-то бэкграунд в каждой категории. Например, если мы там прогнозируем продажи в ритейле, да, то есть это какие-то, там могут быть, ну, там прогнозирование спроса на определенный вид продукции, там, на алкогольные товары, например. Она имеет свою характеристику, то есть свои факторы, что влияет на это. Да? Там, скажем, все знают, что там в жаркую погоду там хочется выпить что-то холодненького. То есть фактор температуры влияет очень сильно. Но если мы говорим про прогнозирование там, то есть даже не ритейла, а FMCG, например, какого-то там не эластичного товара, скажем, там предметов роскоши, то есть у них будут совсем другие факторы влияния на продажи этого товара. То есть знание области очень помогает в составлении фичей, необходимых для построения качественного прогноза. Что мы ожидаем получить на выходе из модуля фичер-инжиниринга? Это необходимый то есть набор фичей, на которых мы будем строить наш прогноз.
И также я сюда включил уже такой некий момент feature selection, о котором мы поговорим чуть на следующем слайде. Что это означает? То есть мы можем нагенерить вот этих самых расчетных фичей, о которых я говорил. Это могут быть там любые математические операции над цифровыми колонками. Это могут быть пересечения разных колонок. То есть там, грубо говоря, там пересчет, если мы говорим опять же про ритейл и про какую-то там алкогольную продукцию, то там может быть процент алкоголя этого товара там, в пересчете там, на цену, например, там, да, вот там такой показатель. То есть довольно простое просто деление одной колонки на другую, но эта комбинация фичей может существенно повлиять на качество модели. Также, но это те, что фичи мы нагенерим, но так же самое могут быть очень много, например, бесполезных фичей, да, которые там, или даже хуже, не просто бесполезных, а которые ухудшают наш прогноз, то есть зашумливают наши данные. От таких фичей мы тоже должны избавляться. То есть, опять же, модуль фичер-инжиниринга призван лишь для того, чтобы нагенерить каких-то качественных новых фичей, которые позволят объяснить нам поведение таргет-колонки. И также убрать некие там, лишние фичи, которые зашумливают наш прогноз, грубо говоря. Так, после того, как мы уже отобрали ряд фичей, что-то добавили, что-то убрали, у нас есть четкое понимание того, что нам нужно достичь. Есть метрики и есть данные. Настало время как раз приступить к обучению и валидации моделей. Это такой фундаментальный блок, от которого мы ожидаем модель или модели на выходе. Чаще всего это, особенно по табличным данным, чаще всего это целый набор моделей, который будет натренирован по итогу. Мы ожидаем какой-то репорт по точностям моделей там, в разрезе, во всевозможных разрезах, которые захочет, например, заказчик. Да? Это может быть там, агрегация там, по дням, по неделям, это могут быть разнообразные метрики, которые показывают там, вплоть от абсолютного отклонения от реального значения до там, каких-то средневзвешенных по какой-то товарной группе, например. То есть то, что захочет заказчик и определить на процессе бизнес-андерстендинга. Feature importance. Я включил его в этот этап, потому что feature importance зачастую строится как раз не только на статистических методах, а и на важности после уже обучения модели. То есть у нас есть какая-то модель, она обучилась на ряде фичей, и она может сказать, какие фичи в какой степени повлияли на решение там, о продажах там, той или иного товара. Поэтому feature importance очень важно использовать для, опять же, объяснения того, что влияет на наши продажи. Также на этом этапе было бы очень уместно получить model explanation. Это очень коррелирует с feature importance, то есть это, опять же, сводная характеристика того, что повлияло на нашу модель и в какой там, в процентном, может быть, даже соотношении. То есть эта фича повлияла на прогноз там, с какой-то долей там, вероятности, например. Checkpoint Decision тоже на этом этапе есть, потому что мы по Model Summary Performance можем сказать, например, что наша точность не достигает того, что необходимо заказчику, например, которые согласовали на процессе бизнес-андерстендинга. Тогда мы должны что сделать? Мы должны вернуться на этап, это может быть разный этап, это может быть фичер-инжиниринг, то есть мы должны докинуть, например, там несколько фичей, или опять же поработать вот на основе фичер-импортенса, что-то выбросить, или увидеть какую-то существенную корреляцию там с топ-фичами и, возможно, раскрутить еще эти фичи. Либо же вернуться на бизнес-андерстендинг и согласовать еще какие-то дополнительные вводные там от бизнеса, которые помогут эту модель там натренировать как-то более качественно. Так, вот, предположим, модель мы натренировали, получили какие-то сводные
там характеристики, что даже нас устраивает критерий успешности, что довольно редко получается, конечно. Но следующий этап, вот мы получили какую-то модель, да, это может быть там разный формат, но это какой-то, грубо говоря, файлик, да, который лежит просто у вас там локально на компьютере. Окей, но заказчику это не совсем подходит, то есть должен быть какой-то процесс операционализации, либо деплоймента модели. На данный момент очень существует большое количество всевозможных фреймворков, которые помогают это сделать. Чаще всего в каком формате ожидается вообще работа модели? Чаще всего это деплой модели куда-нибудь в облако, да? Потому что заказчик хочет 24/7 работу какого-то движка, да, машинного обучения, к которому может обратиться и получить результат. Конечно, тоже деплоймент очень зависит от того, что определилось на этапе бизнес-андерстендинга, потому что источник данных может быть, например, какой-то стримовый, да, то есть это какая-то стримовая аналитика, это данные в реальном времени, которые льются, и этот сервис должен быть, соответственно, мочь поддерживать такие нагрузки. И также быстро там скориться, да, то есть эта модель должна быть очень быстрая, и время отклика такого веб-сервиса должно быть там минимальным. Либо же мы говорим про какой-то батчевый скоринг, и тогда, соответственно, деплоймент будет тоже отличаться. Более там предметно уже поговорим в разрезе Azure ML, как он предоставляет этот деплой. И уже хотелось бы переходить непосредственно к самому фреймворку, такому как Azure ML. Вот, что же это такое? Azure ML это некая платформа, которая позволяет обучать, логировать, сохранять и деплоить модели быстрее, удобнее, и с поддержкой очень множества фичей, которые заложены в самом продукте AMLS. Покажу сразу некие примеры использования AML, то есть где он может вообще использоваться. То есть в примере 1 здесь набросана такая примерная схемка, как бы работало решение по рекомендательной системе фильмов с использованием компонентов Azure. То есть у нас есть какой-то юзер, который там смотрит какие-то видео, и это все логируется, сохраняется, ну, скажем, там в какой-то Azure Blob Storage, настроена какая-то уже процедура. Далее эти данные поглощаются с помощью, ну, там, скажем, пока каких-то простых скриптов, да, то есть, ну, example 1 это такой простой пример довольно-таки. Данные поглощаются из блоба на виртуальную машину, и дальше вот уже вступает в работу этот AMLS, он может использовать Data Science Virtual Machine как Compute Target, тоже к этому понятию перейдем чуть далее, использовать источники еще извне, такие как там Cosmos DB, обучать у себя под капотом эти модели на основе данных, которые лежат на блобе, плюс там Cosmos, то есть, опять же, может быть разное поглощение данных с разных источников, обучение, логирование, все это в рамках AML. Также деплой может производиться также из данного сервиса. И клиент уже, например, со своих там мобильных устройств или из любой там точки, где есть интернет, может достучаться до веб-сервиса, который опубликовался с помощью AML. Пример номер 2, более такой масштабный, уже с использованием Data Factory. Он показывает пример, как работало бы прогнозирование временного ряда. То есть это, скорее всего, какие-то сенсоры, это могут быть IoT. Как это работает? Да, это прям IoT, поэтому вот собираются данные непосредственно с сенсоров. Это просто временной ряд, то есть значение сенсора в определенном временной точке. Дальше они вот как раз настроенные процедуры в Event Hub поглощаются в стрим-аналитику, так как это все-таки сенсоры и IoT, это вот как раз кейс с real-time data. Они поглощаются стримовой аналитикой, складываются в table storage, потому что с ними удобно работать, так как это все-таки табличные данные, и настроенными пайплайнами в Data Factory, то есть это тоже такой большой фреймворк, который создан как раз для ETL-процедур. Мы поглощаем данные из разных источников, отправляем эти данные на
machine learning, то есть как раз здесь для задачи определения аномалий. Получаем какие-то результаты, то есть здесь стрелочки в две стороны, потому что Data Factory может принять какой-то output от AML, складировать результаты, опять же, в разные источники, то есть это могут быть там какой-то Azure SQL, который потом результирующую таблицу интерпретирует в Power BI. То есть это такая целостная система, которая проходит от сенсоров с использованием там различных ETL-компонент, обучает в machine learning компоненте и складирует все там в базу и уже имеет какую-то визуализацию в Power BI. Вот такие примерная схема, как это все можно монтировать в архитектуру. И хотелось бы уже перейти к примерам, каким предоставляет нам сам Microsoft, как мы можем использовать данную студию. То есть есть такое понятие, как Azure ML Designer. Это drag-and-drop система, которая позволяет вот такими блочками набрасывать операции, грубо говоря, да, то есть там вот можно даже увидеть там Data Transformation, там добавить колонку или добавить какую-то математическую операцию над колонкой. То есть это просто набор операций, которые уже в блочках просто зашиты. То есть это такая система, которая там позиционируется как no-code или там минимум-код студия. Нас она не совсем интересует в разрезе данного SmartTalks, поэтому мы рассмотрим Azure ML Python SDK. Это набор компонент, которые используются в языке Python для взаимодействия с Azure ML. Также существует SDK для R, поэтому те, кто программирует на языке R, там могут также воспользоваться данным функционалом. Но мы рассмотрим Python. Итого, какие ключевые компоненты вообще в себе имеет Python SDK? Вот примерная схемка, как вообще проходят данные в разрезе AML, изображена выше. То есть мы сначала должны данные подготовить, да? То есть это как-то мы их должны затянуть в наш эксперимент. Далее мы можем работать либо с ноутбуками, как показано выше, либо в каком-то удобном нам IDE. Мы работаем над созданием экспериментов, которые можем публиковать в облако с помощью SDK, назначать этим экспериментам соответствующие компьют-таргеты. То есть это такие вычислительные мощности, которые определяются просто на этот эксперимент. После проведения эксперимента, естественно, нам нужно модель залогировать, сохранить, и тогда мы можем приступать к операционализации данного решения и деплоить это все как веб-сервис. Azure ML Python SDK предоставляет, в принципе, очень обширное пространство для маневров, так сказать, что можно, например, воспользоваться поддержкой GPU там, машин, то есть использовать как compute-target, например, на каждый отдельный степ. Вот детально уже по компонентам этого SDK пройдемся в следующем слайде. Начнем с такого базового вообще концепта, который несет в себе Azure ML Python SDK, это понятие workspace. То есть это такой класс, который вообще содержит в себе все наши, как бы, грубо говоря, компоненты. Вот на диаграмме, которая между кодом изображена, можно увидеть то, что Workspace вот объединяет в себе такие вещи, как compute, то есть вот эти compute-таргеты, о которых я упоминал, эксперименты, которые мы логируем и проводим в рамках там какого-то проекта, модели, которые мы сохраняем в определенном месте, то есть в Model Registry. Также пайплайны, которые мы автоматизируем. Это может быть как пайплайны по ETL-процедурам, так и пайплайны по обучению, например, которые, вот пример которого я хочу перевести в демо, в части демо. Также при создании Azure ML Workspace будут созданы необходимые компоненты для поддержания этого workspace, такие как, например, storage account, куда будет складываться необходимые данные. Также будет создан Key-Vault, который можно использовать для секьюрного подключения в рамках автоматизированных пайплайнов.
И Application Insight — это для компонента для операционализации решения, то есть для создания веб-сервисов. Вот сверху код показан, как с помощью Python SDK создать workspace. То есть здесь нужно указать всего лишь имя workspace и необходимые credentials к подключениям к подписке. Ну и локация, естественно, тоже, в которой мы будем создавать этот workspace. В рамках workspace можно создавать эксперименты. Что такое эксперименты? Это такое, опять же, некое хранилище всех наших ранов. К понятию run тоже мы перейдем вот на этом слайде. То есть это просто один запуск эксперимента. То есть вот прям run получается, когда мы сабмитим какой-то эксперимент. Он может содержать в себе ряд child ранов, то есть это, если наш, например, эксперимент состоит из множества шагов, да, то есть он будет состоять из множества ранов. Определить его тоже довольно-таки просто. Это такой класс run. Его можно получить как список всех ранов, которые есть там в данном workspace, например, или же получить просто там его из эксперимента. Когда мы его сабмитим, то есть это и есть вот наш run. Результатом рана, какого-то определенного рана или всего эксперимента чаще всего является модель. Хотя, опять же, как уже было подмечено ранее, результатом эксперимента может быть, например, там какие-то выгруженные данные, да, уже там после ETL какой-то процедуры. То есть это не обязательно должен быть эксперимент по обучению модели. Это может быть эксперимент и по валидации, эксперимент по фичер-инжинирингу или фичер-импортенсу. Но если наша цель там, натренировать модель, то мы должны ее еще как-то зарегистрировать. Вот еще могу предвидеть вопросы, какие модели можно зарегистрировать с помощью Python SDK в AMLS. Концептуально любого формата можно загрузить модели, просто указав путь и имя и в какую подписку, в какой workspace это сохранить. Тонкости, как ее уже потом операционализировать и запустить, достаточно просто потом правильно сконфигурировать init файл для этой модели, и она отлично заработает. Есть также вот прямая поддержка множества open source моделей, таких как там TensorFlow, PyTorch, Sklearn там модели. Все они поддерживаются из коробки AML. Также можно тренировать такие модели прямо в AML. Можно же использовать свои модели, то есть которые уже обучены, мы хотим просто их зарегистрировать. То есть AML можно использовать покомпонентно. Возможно, мы хотим использовать там эксперименты и удобную конфигурацию компьютер-таргетов, и результатом этих экспериментов будут там какие-то подготовленные данные. И эти подготовленные данные мы хотим отправить, скажем, на какой-то там run Databricks. Вот, можно сконфигурировать и так. Как раз по теме компьютер-таргетов хочу немножко остановиться. Compute-Target — это тоже такой класс абстрактный, который предоставляет как раз вычислительные мощности. Какие поддерживаются вычислительные мощности в Azure ML? Начиная от локального компьютера, то есть это ваш собственный персональный компьютер, заканчивая вышеупомянутыми Databricks. Также, что может быть компьютер-таргетом, это виртуальная машина, Kubernetes кластер виртуальных машин, то есть AML кластер, ну AML это просто Azure Machine Learning кластер, который внутри имеет там еще несколько нод и может автоматически скейлиться, то есть если он не потребляется, он скейлится до нуля и тогда ну, как бы деньги не считаются, потому что он не работает. Если необходимо развернуть больше инстансов для того, чтобы обработать то необходимое количество информации, то разворачивается большее количество кластеров. Для создания компьютер-таргета и при оттачивании ее к какому-то эксперименту необходимо создать такой элемент, который называется Run Configuration, то есть в котором мы указываем просто
target и VM size. То есть просто указываем тип и размер нашего compute таргета. Потом этот run configuration идет как один из аргументов в скрипт runConfig. Это тоже такой абстрактный класс, который содержит в себе такие параметры, как скрипт, который необходимо запустить, и конфигурацию, на чем этот скрипт запускать. Вот можем видеть примеры, которые изображены на слайде. Сначала мы определяем run configuration, указываем ему такую виртуальную машину, как там стандарт D1V2, то есть там совсем простенькая машинка. У нас уже где-то локально сохранен train.py скрипт, и мы говорим, что мы хотим запустить наш train.py скрипт на данной виртуальной машине в рамках эксперимента, который называется Compute Target Test, то есть чисто тест по поднятию compute таргета. Мы сабмитим этот эксперимент и получаем run. Вот это такой простой процесс, вот минимально, что нужно, чтобы запустить эксперимент в AML. Также довольно резонный может возникнуть вопрос, а как же мне загрузить в этот, точнее, как мне использовать мои там какие-то кастомные библиотеки или вообще мое окружение для выполнения того или иного эксперимента. На этот вопрос нам поможет ответить такой компонент, который называется environment. В рамках этого класса мы можем создавать, мы можем подключать разные библиотеки с разных каналов. Даже в разрезе Python можно подтянуть библиотеки из Conda, из пипа, поэтому в случае чего можно вообще приатачить докер-образ и установить там любые библиотеки, сбилдить тоже там любые проекты. Все можно сделать кастомно в докер-образе. Но в принципе функционала Conda и pip хватает для установки там библиотек необходимых. И вот этот environment, тоже в чем его преимущество, эти environment, они reusable. То есть мы можем сконфигурировать один раз правильный environment, сохранить его, зарегистрировать в Azure ML, и потом можем его использовать вообще в разрезе там разных даже проектов. Ну, например, если мы уже единожды сконфигурировали правильный environment для там пайплайна обучения, почему бы этот environment не использовать для пайплайнов там валидации модели, потому что используются там те же библиотеки, например. Это можно сделать единожды. Много уже было сказано про пайплайны, поговорим же про пайплайны в разрезе Azure ML. Что же это такое? Это последовательность действий, которая выполняется в эксперименте. Вот как бы это очень простое описание. Сверху показан пример кода, который необходим для того, чтобы создать пайплайн. Здесь можно видеть всего целых два аргумента. Да? Это workspace, то есть мы должны указать, в рамках какого workspace будет создан этот пайплайн, и степы. Что такое степы? Это как раз вот эти шаги, которые выполняются в рамках пайплайна. Здесь на примере представлен очень простой пайплайн, состоящий из одного шага. На практике же их может быть гораздо больше, чем один там, или два. Да? То есть это как раз, вот, грубо говоря, наш workflow, почему мы будем идти. Вот это и есть пайплайн. Пайплайны можно использовать, опять же, для любых целей. То есть и для... Это может быть просто какой-то там Hello World скрипт, просто как бы вот, который возвращает какие-то там, Hello World, тот же самый. Стоит еще поговорить как раз про этот степ, какие бывают вообще степы. Да? Самый простой и банальный пример — это Python Script Step. Это как раз такой класс, который позволяет использовать питоновский скрипт. Вот. Просто мы можем указать скрипт-нейм, который мы хотим заэкзекьютить, необходимые аргументы, то есть так же, как и консольные аргументы, которые мы передаем в Python скрипт, можно указать и здесь. Входящие, выходящие параметры, конкретный compute target, то есть еще одно преимущество использования этих степов, то, что мы можем на каждый степ указать, так как нам это нужно по конфигурации нашего проекта. Например, если мы хотим использовать
один и тот же compute target, который нам подходит, ну, скажем, это какая-то универсальная боевая CPU-машина, которая там может и данные заpreпроцить, и обучить модели, и все это делает одна машинка. Без проблем этот компьютер-кластер просто указываем везде, на всех степах один и тот же. Но что если, например, наш фичер там препроц работает очень хорошо, распараллеленный код на CPU-машинах, а обучаем мы, например, какие-то модельки, которые там, скажем, сверточные сети или LSTM, да, которые потребуют уже вычислительных мощностей в виде видеокарт. Тогда мы можем просто указать скрипт-степы, что фичер препроц работает на CPU-машинках, а обучение, например, моделей происходит на другой GPU-машинке. То есть это буквально в одну строчку кода решается такой вопрос. Также стоит упомянуть, что, как работать вообще с данными в Azure ML. То есть есть такое понятие, как датасет. Любые взаимодействия вообще с данными, с табличными данными в AML происходит через такой класс, как датасет. Где его взять? То есть у него есть довольно простые функции по типу from delimited files, то есть это просто мы указываем, вот, что у нас где-то лежит наш файлик и выкачиваем его оттуда. Чаще всего это работает в коннекшене к датастору. Датастор — это, опять же, абстрактный класс, который может представлять собой обычный Azure Blob Storage. То есть это просто какая-то виртуальная папка, в которой лежит наш файлик. И мы таким шагом просто затягиваем себе этот файлик и можем его спокойно конвертировать там, в Pandas DataFrame и работать так же, как с обычным Pandas DataFrame. Про датастор я уже упомянул. Да, можно сказать то, что какие доступны датасторы из коробки. Из коробки доступны, там, как я уже упоминал, там blob-контейнер, например, или это может быть Data Lake, если у нас там много данных, это может быть какая-то SQL-база данных, то есть довольно легко импортировать из SQL-базы данных какую-то там табличку сразу в датастор, и как tabular data оно зайдет в пайплайны Azure ML. Стоит упомянуть еще такой тип, как pipeline data. Это промежуточный такой класс, который появляется между степами. То есть если у нас и есть вот эта связь между шагами в нашем пайплайне, и мы хотим из одного степа передать данные в другой, даже если там какой-то один лог-файлик, его нужно завернуть в pipeline data. Вот. Детально с этими всеми примерами можно ознакомиться во-первых, мы ознакомимся немножко в демо, во-вторых, можно почитать документации с примерами и с Jupyter ноутбуками, которые предоставляет MS. Там все довольно хорошо описано. Вот. Мы, в принципе, задели часть по поводу поглощения и обучения. Но также нам не стоит забывать о том, что один из преимуществ данной системы является довольно простая операционализация решения. То есть все, что вот код, который представлен на слайде, это все, что нужно, чтобы операционализировать модель, которую мы обучили ранее, ну или там, которая у нас просто есть. То есть в строке там model мы регистрируем модель, пусть она будет даже локально сохранена. Создаем такой класс, объект, который называется inference config, где мы указываем environment, который могли мы тоже сохранить ранее уже, либо задать его прямо здесь. Указываем entry script, то есть это как раз тот файлик, который будет считать нашу модель. Вот этот score py мы должны сконфигурировать сами, особенно если мы использовали какую-то свою кастомную модель, просто укажем правильное взаимодействие этой модели в score.py. Ну, это может быть любой файлик, можно указать его имя здесь. Далее мы указываем, например, что мы хотим задеплоить на ACI веб-сервисе. То есть это просто, ну, как бы веб-сервис, указать его там минимальные характеристики и потом деплоить эту модель на указанный веб-сервис с указанным inference-конфигом, с core.py файликом и с конкретной какой-то моделью.
Это самый простой вариант деплоя в AML. Здесь также поддерживается деплой на Kubernetes кластера. Чем он выгоден? Тем, что он поддерживает GPU вычисления и может быть там запараллелен с помощью там, опять же, того же хоровода, довольно несложно в несколько строчек кода, и использовать несколько нод в рамках кластера. Так, в принципе, по части презентации это все. Хотел бы перейти к демо. Так, да, подсказывает, что нужно выйти с презентации. Угу. Так, да. Вот, могу буквально в 2 словах показать вообще, что такое Azure Machine Learning студия. То есть естественно, можно работать исключительно из IDE своего там любимого Visual Studio Code какого-то и даже не заходить в студию. Но в принципе здесь очень большой функционал визуализации, который можно использовать, то почему бы его не использовать? То есть вот все вот эти объекты, которые я упоминал ранее, они здесь тоже изображены, то есть там модели, пайплайны, эксперименты, все это отображено визуально здесь. Так же, как и компьюты, то есть это те компьют-таргеты, которые мы заводим. Здесь можно ими управлять, здесь можно их добавлять, удалять, оттачить каким-то экспериментом или веб-сервисом. Я же покажу функционал ноутбуков. Да. Есть тоже здесь, можно даже не работать со своего локального компьютера, создавать только все в ноутбуках, приотачивать так же самое Compute Target, как и к эксперименту. Вот, например, у меня здесь приотачена виртуальная машинка. И просто работать как из своего IDE. Я думаю, не буду запускать уже каждую ячейку, потому что там одни из этапов довольно долго будут считаться, так как это уже прям обучение моделей. Но у меня здесь есть все аутпуты, поэтому можем просто пройтись по блокам. То есть банальные импорты, которые нужны для функционирования данного скрипта. Проходим аутентификации всевозможные. Далее, эта часть кода отвечает за как раз подключение к workspace. И вот после того, как мы подключились к workspace, мы можем иметь все необходимые компоненты, такие как, например, Data Store. То есть это Так, включил вроде бы. Вот, говорил о том, что эта часть кода отвечает за подключение к workspace, подключение к датасторам всевозможным и создание эксперимента. Вот там минимальная информация, которая выводится. Дальше, вот момент подключения компьют-таргета. То есть мы просто здесь указываем имя кластера, которое хотим развернуть. Здесь небольшой блок try-except, то есть если у нас уже создан такой компьют-кластер, он просто податтачится, он не будет создаваться по новой. Если такого нет, мы просто создаем виртуальную машину, там, например, стандарт D2, V2 с максимальным количеством нод 4. Можно указать минимальное количество, там, например, если мы знаем, что у нас никогда не будет тушиться наш компьют-таргет, мы просто укажем min-нод, там, единица, например, и он никогда не заскейлится до нуля. Но чаще всего такой функционал не нужен, поэтому очень полезно, что дефолтно стоит значение 0. То есть если компьют-таргет не используется, он просто заскейлится до нуля. Вот, так создается компьют-таргет. Опять же, создается run configuration, о которой я упоминал чуть ранее. То есть это, там, например, фреймворк, какой мы используем, Python. Это все необходимые библиотеки, тоже это относится к environment. И так мы конфигурируем этот объект run.
Далее это просто переменные, которые будут использоваться далее. И вот, вот уже первый пример Python script step. То есть мы закладываем логику, некую логику ETL процедуры, которую я упоминал тоже ранее, закладываем в скрипт, который называется upload weatherdata.py. То есть если у нас есть какой-то скрипт, это может быть там pythonский, SQL-овский, какой угодно, там есть соответствующие степы для этого типа скриптов. Например, наш питоновский скрипт просто забирает данные, опять же, с аргументами определенными, забирает данные и отдает их там как в пайплайн параметр, например. Проваливаться в функционал этого скрипта не буду, просто этот пайплайн, он данные забирает и там складирует в пайплайн дата. Вот, мы просто определяем пайплайн, вот тоже, опять же, наш пайплайн здесь всего состоит из одного шага. На практике может быть там не совсем так, то есть мы можем сконфигурировать этот Python script step и потом следующим же степом указать, например, степ, который уже тренирует модель. Здесь просто для тестовых нужд было завернуто в один пайплайн, и он там выполнился, например, вот при сабмите этого эксперимента создается run. И вот здесь сразу дается прямая ссылка, что можно перейти по этому рану и открыть уже саму ML Studio с всеми логами, которые он там складирует. То есть вот можно перейти. Будет, когда подгрузится. Вот, есть завершенный run, он всего состоит из одного степа. Можно посмотреть параметры, которые были переданы. Это название датасета, да? Вот атрибуты, которые были записаны, то есть там есть время, которое оно исполнялось, когда и кем было запущено. Такой run. Вот мы ожидали окончания, все. Мы уже получили там какие-то запрепроценные данные, теперь мы хотим сконфигурировать наш степ для обучения. Происходит это точно таким же этапом. Сначала мы хотим еще проверить данные. Это, опять же, один из этапов ETL-процедуры, это Data Health Check. Мы также можем его завернуть в Python script step, указать просто, что это какой-то питоновский скрипт с определенным environment, определенным compute-таргетом. Логика такая же. И далее, после того, как мы там проверили, вот можно было завернуть, например, верхний степ плюс этот степ в один пайплайн и запустить такой эксперимент, например. Вот. И финальным этапом нашего пайплайна должен стать, естественно, обучение. Azure ML предоставляет такой объект, который называется AutoML step, то есть у него очень большое количество параметров, но концептуально он выполняет какую задачу? Он вот как раз при указании задачи он может выполнять три большие задачи. Да? Это задачу регрессии, классификации и прогнозирования. То есть там прогнозирование имеется в виду временных рядов, там своя идет обработка. То есть это такой большой блок, который позволяет даже не задумываться о выборе алгоритма, а просто указать данные наши в правильном формате, указать необходимые колонки, которые там таргет колонки, например, колонки с фичами, просто указать это прям в названиях, передать это все на AutoML и, естественно, с рядом параметров, которые мы укажем там уже сами, начнется итеративный перебор ряда моделей с последующим выбором наилучшей, наиболее оптимальной на данном сете. Вот это мы просто пока указываем, конфигурируем такой шаг. Потом указываем, естественно, pipeline data. Это, могу напомнить, что это промежуточные степы, то есть промежуточные такие объекты после степов. И просто передаем все на AutoML конфиг, регистрируем такой шаг, вот, и просто сабмитим этот эксперимент. Попробую его открыть. Он уже у меня отработал. Получил какие-то метрики, вот, закончился. И далее, какой шаг мы можем сделать? Это у нас уже есть сконфигурированные пайплайны, запущенные, и мы можем просто их опубликовать
и потом с помощью либо той же EDE-шки там и Python SDK написать обращение к этим пайплайнам, и так это автоматизируется, потому что у нас уже есть эти пайплайны, то есть нужно правильно сконфигурировать только вход-выход из этих пайплайнов, так как мы там указываем, например, имя датасета, да, оно же будет по-любому меняться. И вот так параметризировав наши пайплайны, мы сможем автоматизировать данное решение. Так, если у меня загрузились, да, вот загрузился соответствующий пайплайн, он уже чуть сложнее, чем с одного шага, потому что здесь есть и подключение датасета, и AutoML модуль, и еще отдельный скрипт, Python скрипт, который берет вот эту модель из AutoML модуля и ее регистрирует. Поэтому он выглядит так чуть сложнее. Вот мы можем отдельно провалиться в каждый пайплайн и зайти, например, увидеть, что в этом AutoML модуле было натренировано вот просто вот такое множество моделей. И уже тут можно отсортировать там по R2 скору, например. Лучшая модель, которая была натренирована из этого сета, это, например, ансамбль моделей. Чем еще преимущество этого использования AutoML модуля, то что у нас очень хороший присутствует explainer. То есть это специальный такой объект, который позволяет нам провалиться в фичи, которые были использованы при обучении, и сказать их там importance, влияние на таргет фичу. Вот, продемонстрирую данный функционал на примере этой модели. Вот, то есть у нас такая уже есть довольно приятная визуализация важности наших фичей. Вот там Global Feature Importance, например, мы говорим, что хотим знать чуть больше, чем 8 фичей, там, например, нам топ-10 фичей. И вот, например, мы можем заметить, что самая важная фича, которая получилась при нашем моделировании, это там какая-то временная фича, которая подвязана под час, да, то есть мы можем судить, что у нас там какие-то временные данные, да, то есть которые как раз наиболее там важные, это вот там время. Также одна из самых важных вещей это вот координата, то есть вот мы можем уже как-то интерпретировать наши результаты по модели в зависимости от важности тех или иных фичей. Так. Да, можно еще, скажу, в принципе, слово о том, что можно, естественно, это все дело зашедулить, то есть настроить какой-то определенный временной интервал, с которым это все должно перескориваться или ожидать какие-то там входящие параметры на вход. Вот. А персонализацию в рамках данного демо я не проводил. Вот. Об этом в рамках там MLflow расскажет мой коллега далее. И, в принципе, по демо у меня тоже все. Остались только полезные ссылки и вопросы. Оставлю здесь пока полезные ссылки. Это ссылки на там, документацию по TDSP, Team Data Science Process, где расписано прям подетально по каждому этапу, какие цели, как этого достичь. Также последней ссылкой это очень хороший курс там, буквально на 10 часов от МС, то есть это такой ряд воркшопов, грубо говоря, в котором показывается, как использовать Azure ML для обучения там, моделей как и Deep Learning, так и ML. Вот. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, наверное, мы будем коммуницировать через Teams. Вот. Пока будет там, смена или ожидание вопросов, оставлю туда вот такой красивый, наверное, слайд. Да. Все, всем спасибо. Вопросы ожидаем в Teams.
Будем отвечать тогда по ходу.